Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Цыганский пасьянс, Таро расклад, неожиданности и сюрпризы июня. Давайте узнаем, что нам скажут карты пасьянса с их рандомным значением и дополним потом на колоде Таро ангелов, поддержки, патронажа ангелов. Будем реалистами, всегда об этом говорю. Любой прогноз, любой расклад на любых картах не расскажет о всех перипетиях вашей жизни или о том, что вы сейчас переживаете, чувствуете, пропускаете, может быть, через свои эмоции. Они больше показывают, вот, кстати, событийный ряд, вот эти карты. Ну и Таро ангелов дополняет значение, как, посмотреть на альтернативный вариант развития событий. Ну, давайте перейдем к нашему раскладу. И наблюдайте за значением, мои дорогие стрельцы. Если я что-то не заметила, напишите мне, и мы это обсудим. Итак, для стрельцов неожиданности и сюрпризы июня. Жизнь наша не бывает полностью предсказуема. Итак, поехали. Радость у вас какая-то на пороге. Но сейчас мы продолжим, откроем это значение. Вот, кстати, обратите внимание, радость, которая придет на смену переживаниям. Нам не говорят, что вы будете избавлены от этих переживаний. Ну, если быть реалистом, мы не можем быть избавлены от переживаний на всю оставшуюся жизнь. Наверное, как вот полярность нашей жизни, так и наших чувств. Она будет присутствовать, пока мы живы. И поэтому есть то, что радует, но есть и какие-то сомнения. Поэтому не добавляйте себе какой-то ненужной философии. Не загоняйте себя в тупик мысленно. Так, идем дальше. Прекрасно. Колчан со стрелами означает полное исполнение желаний, мои дорогие стрельцы. Поэтому, да, переживания, может быть, они и есть, может быть, они и присутствуют. Мы от них никуда не денемся, но они не нарушают реальной картины вещей, когда, вы можете для себя сделать что-то очень доброе, хорошее. И будет важно, мои дорогие, посмотрите, у вас выпадает вот такие два значения. Это нож. Это как значение ссора. Или когда мы хотим что-то сделать по-своему. Может быть, эта ссора, она уже была, она уже состоялась. Или будет спровоцирована, может, по крайней мере. Мы ведь рассматриваем как вариант, правда? И мы всегда можем что-то изменить. Если допустить, что наши переживания могут нас подтолкнуть к каким-то опрометчивым действиям или импульсивности, когда мы хотим что-то сделать по-своему, то тогда мы можем нарушить какой-то свой гомеостаз. Карта голубя – это благополучие, благоденствие, изобилие, процветание в последующем, да, но на начальном этапе, буквально благополучие мы можем каким-то образом сами себе нарушить. Именно потому, что недостаточно гибки будем. Или какой-то начнем усиливать конфликт, расширять дистанцию, или будем кому-то или к чему-то непримиримы. Поэтому, мои дорогие, пусть в вашей жизни будет радость, благополучие, изобилие, процветание, исполнение всех желаний. Не мешайте себе, правда, от начала до конца. И знаете, у кого-то из вас могут быть, знаете, из разряда крест выпадает. Это карта как кармы или судьбы. И с учетом радости, это то, что мы говорим по судьбе. Или какая-то неслучайная случайность может произойти. Или как оказия, это удобный момент, или какой-то позитивный случай, когда здесь у каждого по-разному. Для кого-то это как предложение, может быть по части личной жизни, кто знает. И вам нужно рассмотреть, наверное, контакты с этим человеком, потому что судьбоносность периода все-таки просматривается в июне. С другой стороны, вы можете столкнуться с какими-то обстоятельствами, которые вам помогают решить тот или иной вопрос. И если даже вас что-то не устраивает, вот этот нож,
Вот есть такая фраза: «Кризис – это всегда новые возможности». Я прошу извинения за посторонние шумы видео, потому что у соседей ремонт, я на это не влияю. И может быть такое значение, что возможности к вам приходят не тем путем, как вы это продумывали или для себя запланировали, а как-то совершенно по-другому. И поэтому не будьте непримиримы или не будьте очень безапелляционны в своих суждениях, мои дорогие стрельцы. Не упустить, все-таки у вас выпадает полное исполнение желаний. Пространство может вам пытаться помочь, но сами методы вы можете отрицать. Поэтому что-то увидеть для вас очень важно. И посмотрите, ведь какое еще у нас значение выпадает одновременно. Спокойное течение жизни. Поменять какую-то турбулентность на как раз более приятный жизненный уклад. Или новая организация вашей жизни тут вот тоже может пройти. Организация, может быть, касается вашего места жительства. Для кого-то это может означать, ну, вы собираетесь переезжать, допустим, или хотели бы, и будете что-то узнавать. Или у кого-то банально вы дома будете делать свое жилье более комфортным. Или взаимоотношения с вашими домочадцами, с вашими детьми, с вашими родственниками. Какие-то вопросы семьи, они тоже предусмотрены. И вообще нам выпадает рядом вот эти два значения, как голубь, так и очаг, благополучие в доме. И здесь что-то очень важно. Может быть, для кого-то из вас, если мы рассматриваем вот этот нож, и рядом у нас выпадает, как и голубь, и рядом очаг, это есть, по крайней мере, опасность поругаться с кем-то из близких. Или в личной жизни себе добавить какой-то сумятицы, потому что, ну, вот как-то вы не соглашаетесь с кем-то. Смотрю, что у нас еще совпало, и вы тоже смотрите. Наверное, самое главное значение, как начинается и радость, так и полное исполнение желаний. И это всегда позитивный момент. Почему? Потому что мы не отдаем на волю случая нашу жизнь. Значит, всегда есть возможность что-то исправить или подкорректировать, изменить что-то, изменить наш ход собственных мыслей или изменить отношение к кому-нибудь. Может быть, это будет важно по части вашей работы или по части личной жизни тоже. Вопросы благополучия, вопросы спокойного течения жизни, осуществления того, что вы хотите, как сама по себе неожиданность решить тот или иной вопрос, так и удобный момент, как я уже сказала, назовите это как сюрприз. Давайте на картах Таро неожиданности и сюрпризы для стрельцов в июне. По этой карте это тройка земли или тройка пентаклей. Мы проходим жизненный экзамен. У кого-то буквально экзамен, когда вы сдаете экзамен и куда-то поступаете или наоборот заканчиваете. Но это новая веха жизни, которая нам говорит, что любые знания мы применим на практике и в последующем увеличим наш доход. Вы можете отправиться что-то изучать, не конкретно вот буквально, а может быть это изучение онлайн, может быть это изучение языков или языков программирования с целью изменить свою сферу деятельности. У каждого по-своему. Но это то, что мы не просто делаем из-за любопытства, а это то, что нам нравится этим заниматься. И в последующем мы эти знания можем переложить на практику и увеличить наш доход. Конкретно все-таки пентакли или земля. По этой карте, может быть, как будто ангелы сопровождают и благословляют какой-то ваш жизненный путь или, в принципе, новое начинание, новое отношение к самому себе. И карта говорит, что прежний жизненный этап уже заканчивается. Но это заканчиваются какие-то сложности. Правда, я бы сказала, для вас может быть какое-то направление вашей деятельности, которое перед вами откроет совершенно новые финансовые перспективы. Не сидеть сложа руки, безусловно. В неожиданностях, если вы сами себе готовы помочь
и готовы буквально, может быть, и сесть за парту, или, это условно так говоря, но что-то изучать, тогда и возможности для вас определенно будут, потому что девятка воды, хоть и вода, но это не про эмоции ни разу. Здесь нам говорят о наших желаниях, о нашей мечте и о нашем счастье. Поэтому через деньги к вам приходит, как и благополучие, или мы рассматриваем, что нам нравится чем-то заниматься. Карта направляет именно в том фарватере, когда, ну, как подсказка, ты будешь счастлив тогда, когда ты занимаешься любимым делом, любимой работой, когда ты ходишь на работу с удовольствием. Тогда, возможно, даже как личное хобби, творчество. По вот этим двум картам тут конкретно у нас показан ремесленник. Когда, может быть, для тебя будет дополнительный какой-то доход, или ты рассмотришь сами по себе варианты дополнительного дохода. Финансовая составляющая как возможности, неожиданности изменить свою жизнь путем больших заработков. Или построить свою карьеру, может быть, для тех, кто трудится на предприятии, организации, и у вас уже все определено, ваша профессия именно такова. Тогда тоже не быть на вторых ролях. Вообще, эта карта, по сути дела, счастья. И главное, выбрать правильный ориентир и не бездействовать. И тогда вам будут подсказки в течение июня. Или обстоятельства вас могут к чему-то подталкивать. Поэтому будьте внимательны, как и к тому, что вас окружает, что вокруг вас происходит. Анализировать это нужно беспристрастно. Не в том фарватере, как вы себе задумали, а что есть по факту. И быть готовым вовремя, может быть, включиться в какое-то дело, вопрос. Или, как, знаете, приходит иногда интуитивное ощущение, вот мне бы было какое-то дело интересно. Так вот не оставьте это как ощущение, а попробуйте добавить знаний. И кто знает, из этого направления может получиться очень что-то хорошее. Давайте еще спросим. Неожиданности и сюрпризы. По части личной жизни могут быть сюрпризы. Это карта любящего человека. Признание в любви или сам по себе спокойный период жизни. Хотя эта карта еще и альтруизма, помощи. Это могут быть решения вопросов, которые связаны с вашей семьей, с вашими детьми. И здесь полное взаимопонимание может быть достигнуто даже с учетом того, что у нас выпадает нож и рядом у нас благополучие, очаг. Тогда карта говорит вам, ну вот что-то не разрушь, по крайней мере, те отношения. Я понимаю, у каждого своя ситуация, но те отношения, может быть, в вашей паре, в вашей семье, то, что строится на искренности и то, что строится на взаимопонимании, имеет место к продолжению. Или какие-то сведения, если мы говорим, как сюрпризы, неожиданности, могут касаться по части родственников вашего супруга или вашего партнера, или ваших близких, и вы будете в чем-то участвовать. Может быть, и вам будет кто-то помогать, но, мои дорогие стрельцы, может кому-то потребоваться и ваша помощь. Давайте мы еще раз спросим. Неожиданности и сюрпризы. Вам придется разграничивать много информации. Может быть, и вы ищете какую-то недостающую информацию по пятерке жезлов. Я называю эту карту информационного хаоса. Такое может быть. И в этом хаосе, с одной стороны, вы готовы плавать, и ища какую-то достоверность. Но, с другой стороны, карта еще подсказывает, не занимайся какой-то многозадачностью, которую ты можешь себе создать сам. Потому что по этой карте иногда мы можем узнавать какую-то тайну. Или нам может прийти какая-то новость, которая нас, знаете, так вот обескуражить может. И мы можем как раз принять за данность, за истину какое-то ложное и спорное утверждение. Или мы можем быстро откликнуться на фоне импульса или на фоне того, что посчитаем правильным, и включимся в то дело, которое больше нужно кому-то, а не вам. Поэтому вам придется разграничивать как и предложения, как и информацию, как и какие-то события в вашей жизни, которые происходят в течение июня, чтобы свой личный гомеостаз или вот это спокойное течение жизни не нарушить. Спокойное течение жизни – это не есть ничего не делание, когда я сижу и чего-то жду, а это наоборот. Это когда мы в плане благополучия стараемся что-то сохранить, организовать, упорядочить.
Давайте зададим вопрос, как совет, достанем карту для стрельцов. И все то, что я сейчас говорила, так выглядит паж огня или паж жезлов, и нам говорят, занимайся тем, что тебе нравится. Период энтузиазма, период возможностей, период, кстати, мотивация сама по себе проходит по этой карте. И я говорила, нужно заниматься тем, что вам нравится. Идти в том направлении, куда зовет вас душа. Быть среди тех, кто разделяет ваши взгляды, тот, кто вас вдохновляет, мои дорогие, и уходить от какого-то деструктивизма или от того, что вам может быть не полезно, или включаться буквально в те вопросы, которые нужны больше кому-то. Видимо, разграничивать вот это или разделять зерна от плевел в течение июня вам придется, но само по себе, как какая-то информация или важное решение, которое вы можете принять. И жезлы или огонь – это у нас дела, работа, бизнес и деньги. Поэтому больше концентрирует карта на ваших достижениях. Хотя полное исполнение желаний у кого-то может быть и по части личной жизни, а для кого-то из вас провести какой-то баланс вам придется, совместив то, что мы называем разумом, и то, что мы называем чувствами, для того, чтобы не было вот этих вот мечей, чтобы не нарушить свое благополучие. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.